Привет, привет. На завтрак жарю картошку. Это уже второй завтрак у нас. Покажу. Большую сковородку, так как Владик к нам приехал. Вот. У нас, если утром завтрак начинается с бутербродиков, то чуть позже я уже что-нибудь такое делаю. Вот. А если просто там пьем кофе с утра, то без ничего, то я уже там что-нибудь такое делаю. Или омлетик, или что-то со вчерашнего дня разогреваем. Ну, если не бутерброд, то уже такой поплотнее завтрак. Вот. А у нас на улице Виталька вчера позаметал. Смотрите, что опять насыпалось с яблоньки. Вот. Так что так. Буду сегодня делать гречку. Гречку с курицей. Размораживаются у меня лапки. В духовке очень удобно. Морковочку, лучок зажарила, смешала. Вот. И сверху выложила лапки или какую-то курицу, что есть. Бывает, стейки ложу. И фольгой накрыла и в духовку. Вот. Минут 40, около часа. И отлично. Очень нравится. Никаких заморочек. А у нас сегодня также на улице пасмурно. Тоже обещается дождик. Вот. Но пока не было дождя. Классно, уже так петуньки подрастают. Вот. Скоро их будет лучше видно в окошко. И пахнет. Петунька классно. Очень классно пахнет. Так что не знаю, чем будем сегодня заниматься. Что-то немножко приготовлю. А что будем дальше делать, даже не знаю. Вот. Ева кашляла опять ночью. Но, возможно, у нее опять это что-то такое аллергическое, потому что уже меньше кашляла после того, как Виталик именно... У нас всегда на проветривании окна стоят. А это Виталик именно распашку открыл окно, и пошел воздух, и она перестала кашлять. Вот. Так что... Маленькая она была у нее, когда-то такое было, не помню, сколько месяцев было, месяцев 8-10, и тоже вот такое вот именно у нас было, и противоаллергическое выписали, вот, но непонятно, что в этот раз то же самое, ну почему-то у нее периодически такое бывает. Вот они сегодня поедут домой, и как она будет у них ночью, посмотрят, потому что обычно у нее, когда она приезжает домой, вот когда были в те разы, все прекращалось. Так что посмотрим. Но все равно начали давать сироп. От кашля она пьет сироп уже 2 дня. Это 3 дня назад, потому что началось именно утром. Она начала кашлять, проснулась. Такой вот жуткий кашель был прям взахлеб. Вот. И именно мокрый кашель, не сухой. И вот это вот ночью, часов до 3 ночи, вот этот у нее на второй день был кашель такой жуткий, это как засыпает она, такие, а среди дня так периодически может закашляться, немножко даже хрипнул голос, это было вчера. Сегодня уже нормально бегает, ничего не кашляет, и голос не хрипнет, и ночью, я говорю, как Виталик открыл окна, вот все у нее прошло, так что не знаю. Вот. Обычно мы в таком случае еще противоаллергическое врач выписывать даем. Сдавали, кстати, когда-то Алина ей сдавала на аллергию, вот эти пробы делали там, на что может быть аллергия, и ничего не вывели. Аллергопробы были нормальные. Так что непонятно. Хотя аллергия это же такое дело, что ее еще и вывели. Вот. Ну а так вот там на порошок, по-моему, еще на что-то, ну, в общем, думали изначально, когда первый раз случилось, что на порошок, хотя детским стирали тогда. Ну, всякое ж может быть. В общем, так. Пошла жарить картошку-то сгорит. Вот. Чернобрывцы мои, они так густенько посеяны. Хочу сейчас их на улице высадить. Шел Виталик, купил какие-то огурчики. Говорит, 30 гривен. Домашние. На самом деле, может, и не домашние. Да. Те огурчики. Вот такие вот, как я люблю, в принципе, снежный такой
пожру. Так, по 5 гривен укроп, петрушечка. Ну, больше пучки уже стали, видишь? по 5 Ну, гривен. большие, да, уже большие. Я говорю, можно замораживать, мы уже заморозили немного. Петрушки надо, петрушки, наверное, рано замораживать. Капусту, то ли 14, он говорит. Там такое. Это не картофель. Да, тут тебе жареная картошечка. А это хочу на костре сделать скумбрию. Такую крупную, классную взял. По 95 гривен, 2 штуки. Замариную, сегодня она разморозится. И если завтра будет погода, то сделаю на костре. Сейчас буду делать гречку, делаю зажарку в духовочке. И натерла, хотела сказать, нарезала морковки. Нарезала морковки, таких 2 пакетика небольших. Положу в морозилку, потому что у меня нарезано нет. Натертая есть, а нарезанная там, если в плов там или в этот в рагу, в общем, не так удобно. Надо сейчас положить в морозилочку. Хотя мне там их складывать некуда даже. Сейчас найду местечко. Спекла пирог, захотелось сладкого и решила тертый пирог сделать с вишней. Вот. Чуть не забыла показать. Уже разрезала на тарелочку. Он еще горячий остывает у меня. Вот. А вот каша мы поужинали с курицей. Очень вкусно и удобно. Сейчас будем пить чай или молоко. Ева гуляет. Кричит всем привет, привет. Уже вечер, она скоро едет домой. Тут вышла, не хочет одна. Влад вышел с ней, гуляет. Всем приветики, тоже видео у меня следующего дня. Вчера так не замариновала скумбрию, хочу сегодня на костре ее приготовить. Вот. Если, конечно, не помешает дождь. Но вроде бы как на сегодня дождика нет, но все равно у нас, сейчас покажу, как на улице пасмурно. Ну, дождя вроде бы на сегодня нет, если верить нашим синоптикам, но пасмурно. Вот. Так что сейчас ее замариную. В принципе, рыба, она быстро маринуется. Хотя было бы, конечно, вкуснее, если бы я замариновала с вечера. Вот такая вот огромная скумбрия Виталик купил. Очень огромная. Я сейчас это самое разделаю и замариную. Вот. Еще сейчас ожидаем мастера. На посудомойку должен прийти. Сделать нам ее, надеюсь, что сделает. И пока замарину скумбрию. Сейчас я ее разделаю, а потом включу, покажу, что я буду делать дальше, чтобы руками грязными ничего не трогать. Шла с кухни, у нас там мастер приехал, делает машинку, опять какую-то другую уже ошибку выбивает. Вот. Бросила рыбу делать, не успела немножко. Ездит, пылесос набирает. Так что, может быть, не слышно ничего. Выключила на минуточку пылесос. Хочу показать вам мои орхидейки. В каком-то из видео я показывала, что они у меня болеют. И та, что самая такая была маленькая, самая больная, она все равно ничего ей не помогло. Средства Ярос Виталик покупал. Ей сказали, ему сказали, что там разведете, обшикаете, и оно поможет. Не знаю. Делала я, ничего не вышло. Вот. Также обшикила остальные свои орхидейки. И вот эта орхидейка тоже, вот я сейчас смотрю, у меня вот такой липкий подоконник, листики липкие. На нем вот эти вот, сейчас еще раз покажу вам. Может, кто-то мне подскажет, что с этим делать. Я зеленкой мазала, какое-то видео смотрела. Эти пупырышки такие. Вот. Я смотрела, что отдирать их нельзя ни в коем случае. Вот, что они из этого больше распространяются. Ну, в общем,
Не помог нам этот Ярос, реаниматор. Вот даже она посбрасывала бутоны. Самое то, что у меня большая орхидея, тоже на ней есть несколько, но она как бы все равно получше у нее состояние. А это вот прям, видите, мокрая на окошке. Надо сейчас повытирать это все. Так, чтобы видно было. Буду уже разделала я скумбрию. Вот. Сейчас покажу, что я сюда подобавляю. Добавлю паприку, лимон с перцем, соль, постное масло и лимончик, сок лимона. Вот расколочу. В общем, такой будет у меня маринад. Сейчас расскажу вам, что сказал мастер, потому что нам посудомойку не сделали. Он сидел тут, возился. Сначала поставил деталь, то, что он привез, что он перепаивал, не подходит. Вернее, уже как бы она заработала, все, а потом сбросила программу. В общем, и дальше начала разбираться. В общем, перепаивал тут несколько деталек этих, которые он привез, и ни одна не подошла. У него приборы нечувствительные, то есть как-то там такое что-то он объяснил. Вот, и он забрал и сказал, что теперь аж в среду он приедет. Так что так. Хотела здесь на месте сделать, но не получилось. Он там какую-то начала выбивать другую ошибку. В общем так. Так, а я поставила варить молодую картошечку, и у нас тут такое получилось ЧП. Отломалась ручка от кастрюли. Кастрюли, наверное, лет 10, и они у меня вообще просто... Мне очень нравится эта Виндзор кастрюля. Вот, здесь карболитовая ручка была, она не была горячая при нагреве. Тут также такой датчик нагрева стоял. Я как-то им даже не пользовалась. Сами ручки тоже здесь такие не горячие. Ну, если не напрямую на огонь поставить их, конечно. Вот, не плавятся они. Классные, мне очень нравится. У меня несколько таких кастрюль. Наверное, больше 10 лет этим кастрюлям. И вот случилось такое, отвалилась ручка. Очень жаль, но Виталик сказал, что может сделает, приклеит. Ну, не знаю, на суперклее нужно, наверное, будет нагреваться ручка и все равно отвалится. Он говорит, что какой-то есть классный клей в Китае. Он сегодня хотел заказать и все никак не закажет его. Говорит, как такой даже железо приклеено. В общем, какой-то там классный клей. Не знаю, как называется. Так, добавляю. Приправка эта неплохая. Нравится мне до рыбы. Пару ложек приправы. Тут соль есть, но все равно, я думаю, это маловато соли. Соли маловато. Я еще добавлю чуть-чуть. Паприки, наверное, еще добавлю. Сейчас выжму сюда сок лимона. Сок лимончика сюда. И масло растительное. Добавлю оливковое. Виталик поехал за углями, потому что тут 2 рыбы. Полить дрова это долго, и за 2 рыбок. Сейчас посмотрим, хватит или еще делать. Все достаточно. Все у нас тут получилось в маринадике. Думаю, достаточно. Все, пусть маринуется. Я пока сейчас нарежу укропчика на картошку. Это у нас уже будет почти обед.
Растопила сливочное масло и смешала с укропом и с чесноком для картошечки. Мне так больше нравится, чем просто... Ну, иногда сыплю я просто уже в картошку масло, чтобы там растаяло это. Но так больше масла уходит на дно. А когда вот так растопишь с зеленью, с чесночком, оно лучше. Горячее масло, чесночок, укропчик начинает раскрываться лучше. Виталик вышел на улицу, Рекс сразу разговорился, гавкает там. Порежу помидорки, салат не буду делать, просто порежу огурчики и помидорчики. Розовый помидор у нас 60 гривен. Виталик сейчас поехал, купил. Ну, прошелся, вернее, не поехал, а пошел. Вот. Один дали на пробу помидор, но это не розовый, это просто красный. Такой какой-то. Попробуем. Сейчас как раз его и попробуем. На вид такой вкусный. Так, и огурчиков сейчас порежу. Такой у нас будет обед сегодня. Вкусный. Вкусный обед. Ника вышла погулять. Что унюхала там? Вот, там ведерко под деревцем стоит. Это я замочила удобрение. Этот коровяк в ведерке, чтобы розочки и клематис удобрить. У меня что клематис так в этом году плохо. Вот. Бутонов, что я на нем не вижу. Один какой-то есть такой большой бутон, и все. Я его еще не удобряла в этом году ни розы, ни клематис. Виталька уже ложит рыбку. Сейчас буквально там ее по минуте с каждой стороны, раза 3-4, вот так вот перевернуть. Вот. В общем, по 2 минуты, короче, с каждой стороны. И готово. Долго распаливал, видно, и уголь сыроват. Долго распаливал. Уже и картошка готова, все нарезала. Ждем только рыбку. Вышла на ароматы. Что пахнет там, да? Не, ну хотелось мне сюда выйти. Это ты только первый раз перевернул? Ну, пахнет уже. Уже пахнет. По минутке надо. Минутку одну сторону, минутку вторую. Потом опять минутку одну, потом вторую. Ты и мешок углей сюда использовал, да, Да. получается? Они сырые, поэтому получился мешок. Еле растопил. Ух ты. Ну, зато теперь они разгорелись, и можно картошку печь. Ага. А картошки у нас нет, чтобы печь картошку. Вот та плохая. Я еле он сейчас начистила, хочу пироги сделать в лаваше. А я же хотел молодой купить. Да. Может, там немного сварили. Там, правда, понемногу будет. Может, надо было купить, там хорошая крупная молодая была. А я люблю мелкую наоборот. Ну, такая вот, средняя. Не, я люблю мелкую такую, чтобы не резать ее. Мне больше нравится. Ника передумала ложиться. Отвернулась. Укусил, да. Чего укусил? Да, он же такой играться не умеет. Нежно не умеет. Может, это он и лапку ей прикусил, что она... Лапку, может, ей прикусил, то, что она тогда хромала. Не дал себя подстричь. Красота. Вкуснотень. А вот сюда сейчас.
Надо как-то, не знаю, чем ее бы взять, Виталик. Это чем-то лопаткой, Ложка наверное. такая, лопатка. Какая вкусная. Ломается. Переверни. Ну вот ладно, ложка. Хорошо. Да не хочется же сломать. Чего? Как чё? Какая разница? Ты не сломаешь. Сняла. Вкусняшка какая. Ой, да, прилипла вкусняшка. Вкусняшка. Виталик обтирает. Вкуснятища. Вкусно? Да, как вкусно. Конечно. Знаешь, почему я хотела не фольге. Мы делали фольге, а мне именно захотелось такой поджаристую. Такой вот у нас обед вкусненький. Картошечка, помидорка и скумбрия. Там Виталик делает чаек. Вчерашний пирог у нас. Будем обедать. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Длинное видео получится, поэтому я его буду заканчивать на сегодня. А там уже, если буду в течение дня снимать продолжение, то уже пойдет следующее видео. Всем приятного аппетита. До новых встреч!